Всем привет! Сегодня покажу, как сделать вот такую линейку для измерения пузырей. Надевается она на палец. Так вот. И у нее есть вот такой полукруглый уступ, вот, который упирается в начало. А здесь уже отмеряем, сколько надо, скручиваем. Использую я ее при изготовлении ромашек, корзинок, ну и в других местах, где нужно соблюдать размеры. Намного удобнее, чем мерить пальцами каждый раз, и точнее. Нам понадобится 2 кусочка изолона. Это теплоизоляционный материал. Продается в строительных магазинах толщиной где-то 8 миллиметров. Кусочек пластика. Пластик можно взять от вот таких вот панелей пластиковых, то есть отрезать, располовинить. Тот, кто умеет держать в руках ножовку, ножик, для того это не будет проблемой. Может быть, где-то еще можно найти в рекламных агентствах. Бывает, используют пластик. И кусок ватмана. Ширина этих кусочков 3 сантиметра. То есть вот 3 сантиметра здесь. Длина 20 сантиметров. Так, давайте сначала сделаем шаблон. Делим бумажный кусочек, делим пополам вдоль, то есть 1,5 сантиметра отмеряем, чертим по центру и рисуем полукруг, как бы четверть круга. Вот. Так вот. Вырезаем. Так, переносим шаблон, рисунок вот этот на изолон. Беру я тонкий маркер, хотя можно и карандашом. Посмотрим. На второй кусочек симметрично, то есть переворачиваем и рисуем то же самое, но в зеркальном отражении получается. Так. Теперь на пластик. Так, не хочет рисовать. Вырезаем пластик.
Вырезаем изолон. Изолон мы вырезаем особым способом. Не прямо держим ножницы, а наклонив под углом где-то 60 градусов. Для чего? Для того, чтобы когда мы склеим две половинки, у нас получилась вот здесь ложбинка. То есть вот так вот они домиком как бы стоят. Так, вот этот режем вот так, с наклоном вправо. Здесь можно уже прямо резать в конце, на закруглении. Так. Вот видите, получилось под углом. Так, это вправо. Так. А это значит влево. То есть наклон вот так. И вот когда мы это соединим, у нас вот здесь получается ложбинка. Для того, чтобы хорошо ложилась на шарик. Не съезжала. Вот. Но между ними мы приклеим вот этот кусочек пластика. Теперь важно, что нам сделать, чтобы пластик был внутри изолона. То есть снаружи был изолон, а пластик на миллиметр от него был внутрь. Вот. И чтобы нигде он не торчал. То есть вот видите, мы здесь утопили его внутрь. Он выходит с этой стороны. Поэтому мы сейчас где-то на 3 миллиметра его подрежем. Сделаем тоньше. Пластик этот нужен для того, чтобы линейка была достаточно жесткой. Вот так вот. Теперь остается склеить. Клей момент. Так, и прикладываем. Следим, чтобы пластик был утоплен, а изолон был
снаружи. Ну, как бы вот, чтобы пластик был чуть-чуть внутри. Для чего? Для того, чтобы с шариком соприкасался мягкий материал, изолон. Вот. Вот получается ложбинка. Здесь изолон, пластик внутри. Так, прижимаем хорошенько. Теперь заостряем вот этот вот как бы кончик. Вот так вот. Вот здесь вот торчит немножечко пластик. Его можно надфилем затупить. Ну, вот сколько я не пользовался вот этой линейкой, вот тут видите, совсем уже пластик выходит наружу. Ни разу у меня шарик не лопался от соприкосновения с этим кончиком. Вот. Теперь осталось, нанести разметку. В чем удобнее измерять. Я измеряю в сантиметрах. Кто-то может в дюймах хочет мерить. Так. Тут немножко некрасиво. Ступенька получилась. Разметку мы нарисуем на бумаге. Наклеим сверху скотч. И также потом приклеим все это к изолону. Так, ну вот я нарисовал шкалу с ценой деления полсантиметра. Так, вот так вот мы ее приклеим. Вот. Здесь будет 0, 1, 2, 3 сантиметра и так далее. Но сначала наклеим ее на скотч. Для того, чтобы шкала наша не пачкалась со временем. Была все время как не стиралась, была как новенькая.
Опять берем клей. Так, надо бы какую-нибудь палочку, чтобы размазать все это дело. А я не догадался палочку найти. Тут какой-то есть кусочек пластика. Прижимаем. Все готово. Так, кусочек ШДМ-ки берем. Одеваем. И все. Можно работать. Так. Вот первый вариант. Здесь я рисовал прямо по изолону. Но оно стиралось постоянно. Приходилось обновлять. Вот это более надежный вариант. Спасибо за внимание. До свидания.